Дорогие друзья, приглашаю вас связать просто потрясающий узор. Моя авторская разработочка. Очень необычный узор. Здесь я показываю выполнение приема. И на основе этого приема вы можете выполнить любой высоты столбики. Два слова скажу. Раппорт у нас в ширину с вами всего лишь 2 петли. И вот такие столбики, я их назвала двойными, потому что у них две вершинки, или волшебные. Они мне очень нравятся. Это моя авторская разработочка для вас. На основе этих столбиков я к вашему вниманию представлю огромное количество своих разработок, то есть разработок узоров. А именно, что касается этого узора, смотрите, столбики идут на основе столбика с 2 накидами, 3 накидами, 4 и 5 накидами. И получается раппорт в высоту, если вы будете выполнять вот все полотно, то это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Но вы можете экспериментировать, и я вас призываю к творчеству. То есть вы можете выполнить, допустим, только такие ряды, я имею в виду раппорт в высоту, будет всего лишь 2 ряда, то есть вот наш волшебный столбик и столбики без накида. И вы можете выполнить полотно только из столбиков с 3 накидами, с 4 накидами или с 5 накидами. Можете выполнить частично, допустим, столбики с 5 накидами. Ну вот, то есть вот эти столбики на основе столбиков с 5 накидами. И далее будет полотно из просто столбиков или какой-то очень простой узор. То есть здесь все зависит от вас. Я покажу принцип выполнения и покажу прием сам. Сами столбики, вот, ну, видите, да, они просто волшебные. Очень мне нравится. Красивое, нежное, ровненькое полотно получается. И приступим. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Я обращаю ваше внимание, что столбики, которые мы с вами научимся вязать, великолепно будут смотреться буквально из любой пряжи. И начинаем выполнение нашего узора с 30 воздушных петель. Напоминаю, что раппорт в ширину у нас 2 петли. Вы набираете любое четное количество петель. Я еще для узора набираю 28 и 2 петли добавляю по одной петле с одной и другой стороны для формирования полотна. Давайте наберем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Я выполнила цепочку из 30 воздушных петель. И далее я буду выполнять подготовительный ряд, это столбики без накида. Я выполняю одну воздушную петлю подъема и 1, 2 ввожу крючок в 3 петлю от крючка, столбик без накида. Так я в каждую воздушную выполняю по одному столбику. Вот таким образом, не спеша, аккуратненько мы выполняем наши столбики до конца нашего ряда. Я выполнила ряд столбиков без накида и теперь приступаю к выполнению первого ряда раппорта в высоту. Ряд, смотрите, мои столбики основаны на столбиках с 2 накидами. Я начинаю выполнение с 4 воздушных петель подъема, выполнила, работу разворачиваю. И теперь выполняю мой прием, я называю это двойные или волшебные столбики. Прием я разработала специально для вас и покажу, как он смотрится, как я уже говорила, на разновысоких столбиках. Начинаем столбик с 2 накидами. Пропускаем первую вершинку, в следующую я ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Выполнили. Накид.
И теперь смотрите, ввожу крючок в накид и нить столбика и провязываю. Накид, ввожу крючок в накид и нить столбика и провязываю. Далее ввожу крючок в следующую вершинку и провязываю. Далее 3 петли на крючке, очень внимательно, и далее 4 это все оставшиеся петли на крючке. Мой красивый интересный прием готов. И как я сказала, раппорт в ширину у нас 2 петли. Далее 2 накида, ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю столбик с 2 накидами. Накид, ввожу крючок, провязываю, накид, ввожу крючок в накид и нить столбика, провязываю вершинку, 3 нити и 4 оставшиеся. И далее вновь столбик с 2 накидами. То есть все очень-очень просто. И у нас с вами вот такая красота будет получаться. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы выполнили наши красивейшие столбики. Я их называю двойными, потому что, обратите внимание, у них 2 вершинки. Раз, два. И это мы будем с вами учитывать при провязывании следующего ряда. Я завершаю выполнение этого ряда вместе с вами. Я, смотрите, выполняю столбик с 2 накидами, вот воздушную петелечку подъема. Очень внимательно, обязательно не забывайте провязывать этот столбик. Выполнили. Ряд завершен. Еще раз смотрим, вот такая красота у нас с вами получается. И теперь следующий ряд это столбики без накида. Все очень просто. Петля подъема, работу разворачиваю, пропускаю первую вершинку, и теперь в каждую вершинку я выполняю столбик без накида. Ну а поскольку у нас каждому столбику соответствуют 2 вершинки, их хорошо видно, вы просто берете и вот таким образом провязываете. Видите, не спеша, аккуратненько до конца ряда вяжите столбики без накида. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда столбиков без накида. Смотрите, я ввожу крючок после того, как я выполнила в каждую вершинку по столбику без накида. Очень внимательно. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петлю подъема. Это первая, видите, петля от вершинки моего столбика. Не забываем ее провязывать. И выполняю столбик без накида. И хочу обратить ваше внимание, что в дальнейшем я буду говорить, что мы выполняем ряд столбиков без накида, буду начинать вязать, а далее вы будете продолжать самостоятельно уже по этому же, ну скажем так, по этому подобию. То есть вы будете обязательно выполнять столбик без накида, воздушную петлю подъема. Только количество петель подъема у нас будет с вами разное. Будете это уже выполнять самостоятельно. Я просто буду проговаривать. А мы приступим к выполнению следующего ряда нашего узора. Начнем мы выполнение с 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь смотрите, я работу разворачиваю и буду выполнять похожий прием, ну то есть вот такие интересные, да, переплетения. Объем вот такой, наш двойной волшебный столбик, только на основе, мы выполняли на основе столбика с 2 накидами, а мы с вами сейчас будем выполнять на основе столбика с 3 накидами. Как мы это делаем? Мы выполняем 3 накида на крючок. Я пропускаю первую вершинку и в следующую вершинку я ввожу крючок. Выполняю столбик с 3 накидами. Выполнили. Далее накид и тот же принцип повторяем. То есть я ввожу крючок
в накид и нить столбика и провязываю. Накид, ввожу крючок в накид и нить столбика. Второй накид я провязала и опять же в накид и нить столбика. Это третий накид. Все очень просто. Далее точно так же, как и ранее, ввожу крючок в вершинку и смотрите, провязываю по 3 петли на крючке и считаю. Первый раз 3 петли, второй раз 3 петли и последний раз, как и ранее, я провязываю 4 петли на крючке, то есть все петли на крючке, вот таким образом. И вот такая красота у нас с вами получается. И давайте еще раз повторим. Столбик с 3 накидами в следующую вершинку я провязываю столбик с 3 накидами. Все очень просто. Далее накид, ввожу крючок в вершинку, прошу прощения, в накид и нить столбика. Далее накид, ввожу крючок в накид и провязываю. Накид я буду немножко побыстрее выполнять и провязываю. Вот такие у нас с вами, видите, нити на крючке. Далее провязываю вершинку и теперь смотрите, 3 нити, 3 нити, ну или петелечки на крючке и 4. Вот у нас, видите, наши двойные, я их называю, или волшебные столбики готовы. Выполняются в данном случае они на основе столбика с 3 накидами. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение моего ряда вот таких красивых столбиков. Выполняю 3 накида на крючок и очень внимательно ввожу крючок в воздушную петелечку подъема. Не забываем ее провязывать. Выполняю столбик с 3 накидами. Мой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд, я напоминаю, это столбики без накида. Я одну воздушную выполняю, работу разворачиваю, пропускаю вершинку и столбик без накида. Итак, мы выполняем столбики без накида до конца ряда самостоятельно. Не забываем провязывать нашу петелечку подъема. Я выполнила ряд столбиков без накида, перевернула на лицевую сторону и смотрите, вот такая красота получается. Видите, столбики очень интересные, в то же время безумно красивые получаются. Полотно получается интересное. И я напоминаю, не забываем провязывать петлю подъема. И теперь мы с вами научимся выполнять такие же столбики на основе столбика с 2, 3, и это будет у нас 4 с вами накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваю и выполняю 4 накида на крючок. Мы с вами, вот видите, идем постепенно, то есть был ряд столбиков на основе, выполняли на основе столбиков с 2 накидами, 3 накидами, теперь 4, и еще будет обязательно на основе столбика с 5 накидами. Пропускаем первую вершинку, в следующую я ввожу крючок и выполняю столбик с 4 накидами. И тот же самый прием, то есть как я выполняю: накид на крючок, ввожу крючок в накид и провязываю. И теперь у меня будет 4 провязанных накида. Первый готов. Далее накид и нить столбика не забываем. Второй раз. Далее третий раз. Накид. И 4-й раз. Далее я ввожу крючок в вершинку и все точно так же провязываю 3 петли. Второй раз 3 петли, третий раз 3 петли и последний 4-й раз я провязываю все 4 петли на крючке. Вот такая красота у нас с вами получается. И далее давайте еще раз повторим. Столбик с 4 накидами, ввожу крючок, и выполняю. 1, 2,
3, 4. Довязываю столбик. Теперь накид и провязываю накид и нить столбика. Накид, провязываю накид и нить столбика. И, как мы говорили, 4 раза так выполняем. Не спешите. И 4. Далее вводим крючок и теперь провязываем 3 нити, второй раз 3 нити или 3 петли, третий раз и четвертый все петелечки на крючке. Вот такая красота у нас с вами получается. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение нашего красивого ряда столбиков. Я их называю двойные или волшебные. Выполнены на основе эти столбика с 4 накидами. Вот посмотрите, какая красота получается. Очень нежно, красиво и абсолютно необычно смотрится полотно. Просто потрясающе. Мы завершаем наш ряд. Я выполняю 4 накида на крючок и провязываю воздушную петелечку подъема. Не забываем провязывать. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Мой ряд завершен. И далее будет идти ряд столбиков без накида. Опять же воздушная, работаю, разворачиваю, пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок, столбик без накида. Так я выполняю столбики без накида до конца ряда. Как я и говорила, вы выполняете ряды столбиков без накида самостоятельно. Более подробно я показывала, как выполнить именно на самом вот этом первом ряду. Я завершила выполнение ряда столбиков без накида. Вы его выполнили самостоятельно. И не забываем провязывать петлю подъема. И смотрите, мы с вами научились уже выполнять наши волшебные столбики или двойные на основе столбика с 2 накидами, 3, 4. И теперь будем выполнять на основе столбика с 5 накидами. Видите? Очень красиво, просто потрясающе получается полотно. И я переворачиваю на изнаночную сторону и выполняю 7 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее я работу разворачиваю. И теперь выполняю 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. Буду провязывать столбик с 5 накидами. Пропускаю первую вершинку. В следующую ввожу крючок. И провязываю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. Выполнили. Далее я выполняю точно такой же прием, как и ранее. Накид. И провязываю накид и нить столбика. И так провязываю все накиды. И считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее я ввожу крючок в вершинку и выполняю провязывание. И как и ранее я провязываю по 3 петли. И считаю. Первое провязывание 3 петли. Второе провязывание 3 петли. Третье провязывание 3 петли. Четвертое провязывание 3 петли. И теперь последний раз, 5-й, я провязываю все петли на крючке. У меня их 4. И видите, вот такой очень красивый, высокий и интересный столбик у нас получается. И мы с вами выполним сейчас еще один столбик и уже посмотрим, как они будут смотреться.
2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в вершинку и провязываю. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. Столбик с 5 накидами завершен. И теперь я начинаю провязывать мои накиды. Накид и считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее ввожу крючок и провязываю. И теперь провязываю по 3 петли первый раз, второй, третий, четвертый и 5 раз все петли на крючке. Все. И смотрим. Видите, вот такая красота у нас с вами получается. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Смотрите, мы с вами завершаем выполнение нашего ряда на основе столбиков с 5 накидами. Видите, вот такая красота получается. Просто потрясающие столбики. Нежные, красивые и очень-очень необычные. И что я делаю? Я выполняю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в петлю подъема. Не забываем нашу петелечку подъема. И 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе выполняю столбик с 5 накидами. И мне остается только выполнить ряд столбиков без накида. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1 воздушная петля, работу разворачиваю, пропускаю вершинку, в следующую ввожу крючок и столбик без накида. И так в каждую вершинку я выполняю по столбику без накида до конца нашего ряда. И не забывайте провязывать петелечку подъема.